Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Фиалкин уголок. В этом видео мы поговорим, из-за чего детка фиалки останавливается в развитии. Долго сидит на одном месте и не думает расти. Вы ее отсадили, отделили от материнского листа, и на этом все. Никаких сдвигов. Кстати, заодно хочу вам показать такую вот подрощенную детку, практически стартер. Это сорт Max Scorching Sun. Не подумайте, это не пожелтевшая детка. Это такая красивенная, желтая, кроновая пестролистность. Очень мне нравится. Можно любоваться бесконечно этой розеточкой, даже без цветов. Обалденная. Итак, возвращаясь к теме развития деток, давайте разберем основные причины, из-за чего вообще это происходит, какие ошибки могут допускаться. И в конце я расскажу, что можно и что нужно сделать, чтобы детка скорее тронулась в рост и долго не засиживалась. Итак, самые распространенные причины — это неподходящий размер горшка на первом этапе развития. То есть первый этап — это когда мы как раз отделяем детку от материнского листа. То есть когда детка уже самостоятельно будет расти, вот мы ей даем максимальный какой-то большой горшок, сажаем такую вот детку там в девятку, в десятку в горшок в диаметре. Даже вот, к примеру, показываю вам вот кофейная чашка. Она в диаметре где-то 7,5 сантиметров, около 8. На первый взгляд она небольшая, но для детки это большеватый объем. Поэтому желательно вот такие вот небольшие детки не сажать в такой вот объем. То есть это все же для нее великоват горшочек, поэтому лучше сажать в 100-граммовый стаканчик. В нем она быстрее тронется в рост. Вот, начнет оплетать корешками земляной ком. А так получается, корневая начнет закисать в большом горшочке. Корни — это сердце фиалки, и если вы вот посадите ее в такой горшок в несколько раз больше самой детки, она очень долго будет наращивать эти корни. Вы будете поливать ее, она не будет полноценно успевать поглощать эту влагу, грунт начнет закисать, и в итоге с корнями начнется проблема, они начнут загнивать. Поэтому, чтобы этого не произошло и детка побыстрее нарастила корневую, нужно сажать ее в минимальный объем. Вот 100-граммовый стаканчик, 80-граммовый, 100-граммовый, идеальный вариант. Он тем более вот прозрачный, будет видно, как нарастает корневая. И как только корни тронутся в рост, детка начнет развиваться, из серединки начнут расти новые молоденькие листики. То есть вы это заметите, что детке все нравится. Кроме 100-граммового стаканчика, желательно, чтобы детка росла в легком рыхлом субстрате. Это верховой торф. Можно добавить перлит, можно не добавлять. Я, например, не всегда добавляю перлит, когда укореняю листики, когда деток рассаживаю, могу посадить просто в чистый торф. Вот еще насчет этого момента бывают вопросы. Если нет готового профессионального торфа, того же Классмана, Агробалта, что делать? Можно купить торфяной брикет или торфяную таблетку, размочить ее, убрать сеточку с нее, добавить тот же перлит, если хотите, и использовать для листиков, для деток. Это лучший вариант, чем брать простой универсальный грунт. Он не сильно подходит, он все-таки тяжеловат и не так хорошо, не так быстро
качественно развиваются детки в таком грунте. Поэтому желательно все-таки использовать торфяной субстрат. В торфе корни растут буквально на глазах, быстро развиваются, они здоровые, крепкие. Вот. Корневая буквально дышит в таком субстрате. Вот. Теперь давайте разберем, что же все-таки, кроме агротехники правильной, что же можно сделать, если уже произошла такая ситуация и после отсаживания детка долго не растет. Смотрите, самый первый вариант — это можно детку заново пересадить. Да-да, именно пересадить. Вот вы ее отсадили от листа, прошел там, например, месяц, детка сидит без всяких сдвигов. То есть ее еще раз можно пересадить в этот же объем, в этот же стаканчик. Возможно, придется удалить маленькие ювенильные листики, самые нижние, вот самые боковые, если они есть. Таким способом вы тоже простимулируете, подтолкнете детку к росту, к развитию. То есть один из вариантов — это пересадить заново детку. И второй вариант, когда детка уже вот отсажена, она адаптировалась в новом объеме, в новом стаканчике, ну, я же говорю, хотя бы месяц должен пройти. Можно начинать потихоньку удобрять детку, подкармливать содержанием азота. У меня, например, это такое удобрение. Это может быть любое удобрение для декоративно-лиственных растений. Главное, чтобы в нем было больше азота, больше содержания азота. Вот с обратной стороны здесь все расписано, все микро-макроэлементы, сколько чего находится. Вот, поэтому таким вот удобрением мы можем подтолкнуть детку, чтобы она начала расти. Вот. Все условия, которые я перечислила, и горшок, и подходящий грунт, с этих условий нужно начинать сразу, как только вы начинаете рассаживать деток изначально. Потому что если детки уже растут в большом горшке, в неподходящем тяжелом грунте, возможно, уже с такой вот розеточкой, с такой деткой начались какие-то проблемы. И только из-за этого даже она может не расти. То есть корни, возможно, начали уже страдать, и такую детку единственный выход — нужно только переукоренять. Поэтому уже в запущенном, конечно, состоянии мы убираем корни и просто как пасынки заново укореняем их. Вот. Если с корневой все в порядке, если корневая здоровая и более-менее детка в нормальном состоянии, то такую детку можно еще спасти. Вот основные моменты, на которые следует обращать внимание при рассаживании деток. Так как делаются такие вот основные, допускаются ошибки, дают просто огромный, гигантский размер горшка, сажают в забитый тяжелый грунт, никаких разрыхлителей, еще забывают делать дренажные отверстия снизу, то это все, пиши пропало. Конечно, такая детка будет долго сидеть на одном месте и очень долго будет развиваться. Такие вот розеточки заодно показываю, такие вот детки. Это сорт N Радость, такая вот пестролистная розеточка. Сразу желательно деток формировать также с такого вот маленького возраста, чтобы розеточки были такие вот симметричные, аккуратные, сразу росли красивыми. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Всем отличного настроения, красиво цветущих фиалочек. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. И до новых встреч!
Всем пока!